Юзер, бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Чему именно такому ошибочному учат в инстаграмах? От чего потом не отучишь художника. Можно поподробнее? Я как раз самоучка и люблю всякое смотреть. Надо знать, что нельзя. Вы знаете, юзер тренденден, вот тут уж, понимаешь, не научишь гармонии. У нас у каждого свое представление о гармонии. Для кого-то, я не знаю, налетает живопись, вот это, и уже все красиво. Или кто-то тронул три ноты на инструменте, уже музыка. Конечно, нужно держаться таких людей, просто садиться рядом и слушать. А он, может быть, просто изучает, даже первый раз сел за инструмент. Или смотреть, не насмотреться на такие картины. Ну, просто тут не научишь. Омар Хайям же говорил, каждый видит красоту, до которой дорос. Но если учесть, что мы все растем все время, даже уши растут и нос, все время, на протяжении всей жизни идет духовный вот этот рост, то, что казалось нам совершенством вчера, ну, я имею в виду 40 лет назад, сегодня вызывает улыбку. Поэтому нормально, смотрите то, что вы смотрите в инстаграмах этих. И пользуйтесь самыми лучшими, на ваш сегодняшний взгляд, наработками. Постепенно вы научитесь не смотреть инстаграм, а смотреть Pinterest. Там, кстати, по интересам прям нашел какой-нибудь там, я не знаю, модель, акварель, и тебя на всю жизнь там хватит пролистывать, или что-нибудь еще, там, каша, например, какая-нибудь рисовая, в фотографиях с тыквой. Ну и будет тебе тыква. Купил вчера тыкву, ой, хороша. Александр Мороз. Вячеслав, рискну предложить некоторую типологию. Александр прекрасные написал работы, он сейчас на курсе уже второй раз, по-моему, на разных. Ну, вот этот натюрморт, который с пионами, с апельсином и черешней. Написал замечательную работу. Вот сейчас основную я вам ее покажу, потому что она действительно хороша. И первое, что приходит на ум, это Ренуар. Такие отношения, тонкие, такие светлые, импрессионистические. Да, Александр писал прекрасные мотивы и в морском пейзаже. Первый курс он там проходил, да, я замечательные просто работы, умница. И сейчас работает над натюрмортом, и работы просто совершенно удивительные, посмотрите. Так вот, Александр Мороз, посуда такого и иного материала, плоды, отдельно живущие в гроздях и горках-кучках, растения в букете, они сродни кустам и деревьям, ткани, особенно в полосочку, а еще шелковистые, что трудно бывает. Не вправе давать советы, а было бы здорово, если бы вы поделились своим опытом в прочтении подобных нюансов. Посуда разного материала, плоды, деревья, кусты, цветы, ткань. Разноматериальность – это основа любого мотива, натюрморта и, конечно, пейзажа, когда мы пишем, или портрет в атласных одеждах, естественно, или матовость лица плюс атласная одежда. Задача очень сложная, и все-таки в основе лежит пятно, мышление пятном. Как лицо к какой-то, я не знаю, блескучести, ну что тут блестит? Ничего не блестит. Вот, например, ну это прям неприлично вам показывать. Ну что-то блестит. У этого блестит, есть же блик, есть какие-то рефлексы, так что чем тут делиться? Все в работах. Давайте будем учиться долго, может быть, рассматривать работы, ну, шедевры, которые мирового уровня, где это есть. Давайте научимся читать такие работы. Читать – это значит понимать, как это сделано, как мыслил художник. Он же не сразу все это написал. Он же сначала закладывал основные отношения без этих всяких бликов и полосочек и материальности. Он смотрел по среднему
тону этого объекта. И из этих средних тонов выкладывал на холсте, я не знаю, 10 каких-нибудь событий. Не 30, а 10. 6. Снимаю со стены, потому что тут к месту пришлось. Александр работал над этим натюрмортом сейчас. Ну, какие тут события? Я, кстати, его переписал уже в окончательном варианте. У меня пространство появилось там. События какие? Вот одно событие. Потом вот другое. Эти самые козявки. Третье. Четвертое. Ну, стол. Блюдце. Пятое. Пионы шестое с разными нюансами. И седьмое — зелень. Ну, все ведь. Эти все, вот эти там свет, тень, это нюансы. Сначала средний тон. Вот. И он отличается там от этого, от этого, от этого, от этого. Главное найти эти отличия. Все. Материальность сама вылезет потом, когда мы их находим. Потому что если бы была атласная какая-нибудь ткань, у нее были какие-то нюансы в темное и светлое. Здесь просто кусок. Но мышление-то сначала куском. Не забывайте, друзья, отметиться в журнале. Каналу это нужно.